Глава 61. Разрушая дух. Душа Юйчжитуна застыла в углу комнаты, и просто как муха в ловушке в закрытом доме, он мог только случайно разбиться о стену. Каждый раз, когда он думал, что он может скрыться, темная жидкость возвращала его обратно в угол, заставляя его быть постоянно ослабленным. Хотя его душа слабела из-за неоднократных попыток Ханьли на то, чтобы сократить его с кинжалом, что действительно заставляло его отчаиваться, было загадочной черной жидкостью, что разъедало его душу. С того момента, как черная жидкость коснулась его души, Юйчжитун ощутил, что его жизненную силу поглощают, он слаб и бессилен. Он также сорвал немного магической силы, что у него осталось, это было даже опаснее. Это помешало Юйчжитуну выполнять магию, в результате чего его магические приемы раз за разом терпели неудачу. Это было, как если бы он был полностью ограничен. «Почему ты пытаешься меня убить?» «Почему?» Столкнувшись с безжалостной атакой Ханьли шар света, который был Юйчжитуном, испустил вой, наполненный тоской, но Ханьли не заботился о нежелании Юйчжитуна умереть. Вскоре после того, Юйчжитун стал тише, он постепенно ослабевал, пока наконец не издал звуковой сигнал или показал намек на движение. Видя неподвижность Юйчжитуна, Ханьли не остановил немедленно свою атаку. Вместо этого он продолжал наблюдать светящийся шар, который был серым, пока он был похож на слабое пламя свечи. Через некоторое время Ханьли дал холодный ответ: «Я никогда не буду тебе верить, человеку такой подлости, что ты легко и охотно дал ядовитую клятву, что обрек свою семью и предков ужасной смерти под гнев небес. Если бы я работал с тобой, то я был бы следующим доктором Мог гибели». С леденящими бликами он дал мерцанию души Юйчжитуна один последний взгляд, потом он, не оборачиваясь и не задумываясь, быстро толкнул тяжелую дверь. Дверь распахнулась, острые лучи солнца проникли внутрь и приземлились на шар света. При контакте с умирающей душой солнечный свет сжег последние оставшиеся силы души Юйчжитуна, заставляя его превратиться в завиток дыма, который быстро растворился в воздухе Спу. С этого момента последний след Юйчжитуна был аккуратно стерт из этого мира Ханьли. Сказать, что Ханьли знал, что Юйчжитун боялся света, было бы не совсем неправдой. Сначала он подумал об этом, когда он вспомнил, как доктор Мо прямо, войдя в комнату, быстро задул несколько свечей. Хотя Ханьли с легкостью ликвидировал сущность жизни Юйчжитуна, он подготовил дополнительный план заранее, на случай, если бы его план не сработал. По сравнению с 5 отравленными водами, которые доктор Мо прямо отнял у него, этот второй тюбик содержал лишние продукты, что значительно повысило его эффективность. Одним из дополнительных материалов был цветущий гриб, который был очень смертельным для нормального смертного и даже более эффективен против бессмертных культиваторов. Это было причиной, почему Ханьли плеснул 7 отравленных вод на душу Юйчжитуна. Из его исследования различных легенд была видна тенденция, что призраки, монстры, демоны боятся куриной крови, черной собаки, кровь и других подобных жидкостей. Поэтому в данном случае Ханьли лечить Юйчжитуна как призрака. Угадать, случайно ли Ханьли удалось убить Юйчжитуна, даже если бы Юйчжитун знал, что его смерть была основана на спекуляции, он бы снова умер от рвоты. Ханьли было непонятно про все последствия 7 отравленных вод, но он был уверен, что когда он открыл дверь, Юйчжитун умрет всенепременно, и только этот факт успокаивал его в том, что он действовал так беспощадно и безжалостно. Теперь он был наконец свободен и не должен жить в постоянном переживании о ноже в его горле и не быть готовым бежать в любой момент. Ханьли спокойно зашагал обратно к центру каменной комнаты, где он останавливался на мгновение, прежде чем он вдруг вскочил на добрых 3 метра и открыл рот, чтобы крикнуть от радости. После того, как закончилось его подавленное состояние, он, наконец, вернулся к детскому характеру 16-летнего. «Наконец-то я свободен! Наконец-то я свободен! Я...» Голос Ханьли внезапно оборвалась, как будто нож стремительно вошел в него, когда он увидел гигантского человека, стоящего в дверном проеме каменной комнаты. Это был гигантский человек, которого доктор Мо прямо называл «железным рабом».
Лицо Хань Ли сразу стало некрасиво и неприглядно, когда он смотрел на гигантскую фигуру перед собой. Он вдруг почувствовал, как его плечи ноют, он понял, что совершил огромную ошибку, и что он забыл о существовании гигантского человека, и поэтому забыл спросить Юй Чжитуна об этом. Единственным утешением Хань Ли было то, что гигантский человек не проявлял никакого интереса к каменной комнате и продолжал бродить у двери, еще после последней команды доктора Мо, не бросая ни взгляда в открытую комнату. Хань Ли нахмурился, потому что он думал, что железный раб был самый тяжелый тип людей, поскольку он не прислушается к голосу разума и убеждения и будет следовать только приказу своего хозяина. Другая проблема состояла в том, что если Хань Ли не мог победить его в бою, и единственное, что есть шанс на победу, был яд, он состряпал. Однако цилиндр, что когда-то держал яд, теперь лежал пустой на полу. Эта мысль заставила Хань Ли ходить взад и вперед по каменной комнате, изо всех сил пытаться придумать план, чтобы справиться с железным рабом, но после долгих раздумий его мысли были в беспорядке, и у него до сих пор не было плана. Вдруг взгляд Хань Ли упал на мертвое тело доктора Мо. Ему в голову пришла идея. Может быть, я смогу найти что-то на его теле, что может быть использовано, чтобы сдерживать железного раба, Хань Ли сразу подумал. Он быстро взглянул на улицу и увидел, что железный раб все еще ходил взад и вперед без каких-либо признаков усталости или намерения войти в каменную комнату. Увидев это, Хань Ли немного успокоился. Он быстро подошел к телу доктора Мо, для начала прямо и беззастенчиво протянул обе руки доктора Мо, внимательно осматривая каждый сантиметр его трупа. Глава 62. Сделка. Хань Ли вытаскивал всякие странности по одному из тела доктора Мо. Некоторые предметы он признавал, в то время как другие были ему чужды. Он разложил эти предметы в две кучки рядом с собой. При сортировке всех объектов Хань Ли встретил несколько сюрпризов, заставивших его воскликнуть несколько раз. Некоторые объекты доктора несли в большую угрозу для жизни. Тюбик с каким-то таинственным ядом, мешок с песком, смоченным в смертельном змеином яде. 10 невероятно острых бумерангов. Количество элементов увеличивалось, что заставило Хань Ли переживать. Он понял, как ему повезло, когда он сражался против доктора Мо. Если другие не хотели бы захватить его живым, Хань Ли, скорее всего, бы умер. После, утирая холодный пот с лица, Хань Ли засмеялся про себя. «Я живой человек, боящийся имущества мертвеца». После удаления всех элементов из тела Мо, он начал тщательно просеивать все подозрительные предметы. Эта маленькая бутылка является настолько зловонной, но если это какое-то противоядие, так и должно быть, все в порядке. Это странное оружие выглядит странно похожим на колесо, и хотя я не знаю, для чего это используется, оно не должно быть связано с железным рабом. Что касается этого мешка специй. Хань Ли продолжал возиться и проверять каждый пункт, вслух разговаривая сам с собой, словно он был в приподнятом настроении, когда внезапно он нашел небольшую сумку. В руках у него был обычного вида мешок со специями, который при нормальных обстоятельствах не бросался в глаза окружающим. Впрочем, Хань Ли знал, что найденное на теле доктора Мо может быть чем угодно, кроме как простым. Хань Ли взвесил небольшой мешок специй в руках в надежде получить представление о его содержании, но он только заметил, что сумка была чрезвычайно легка, и она не могла содержать что-нибудь тяжелое. Взвесив его во второй раз, он считает, что это могут быть бумаги. Хань Ли приготовился мысленно перед тем, как открыть мешок, и так же, как он и ожидал, он увидел несколько листов бумаги, спрятанных внутри. Он взглянул на бумагу и заметил, что она была написана почерком доктора Мо, что вызвало тяжелое чувство. Он перечитал записку и понял, что это личное письмо доктора Мо. Хань Ли чувствовал смущение, но из-за своего любопытства он внимательно прочел содержание нескольких бумажек. После того, как он закончил читать, Хань Ли поднял голову вверх и долго смотрел, прежде чем выпустить тяжелый вздох. Нахмурившись, он чувствовал тяжесть на сердце. Сцепив руки на затылке, он выглядел как пожилой человек, когда он бесцельно расхаживал.
Он сначала ходил, через 2 шага остановился и задумался над чем-то. Вот так Хань Ли продолжал расхаживать вокруг, подражая ослу, кружа вокруг тела. Его лицо становилось неспокойно, в один момент оно было ярко-красным, а на следующий оно будет белеть, показывая бушующие эмоции, которые он чувствовал внутри себя, не в состоянии успокоиться. И если Ли Фэй увидел нестабильное мышление Хань Ли, он, вероятно, издевался бы над ним громкими насмешками. Причиной изменения Хань Ли был доктор Мо, который оставил после себя массу очень страшных новостей, которые оставили его с одним из 2 сложных вариантов. Противоядием от таблетки трупа насекомого, которую ему дал доктор, было очень редкое лекарство. Наряду с этим сокровищем, даже легендарные противоядия не могли его спасти. Написанное на нескольких листах бумаги, было четко сказано, что яд, который он использовал на Хань Ли, был хорошим сценарием, что Мо Юрин в худшем случае умрет от невозможности обладать Хань Ли. Так, в подготовке каких-либо неулаженных дел после его смерти, он решил включить свой последний простой обмен с Хань Ли по своей воле, позволив Хань Ли извлечь большую пользу. Мо Юрин будет в состоянии заботиться о неисполненных делах, а Хань Ли смог бы обрести огромное состояние и неописуемое количество преимуществ. Что касается того, Юй Чжитуна, Мо Юрин не давал ему второго шанса. Он только кратко упомянул его в своем завещании, говоря, что Юй Чжитун был слаб по натуре и боится смерти, и хотя он был умен, это было пределом его возможностей. Мо Юрин прямо также отметил, что, хотя Юй Чжитун бессмертный культиватор, он никогда не станет чем-то большим, и по этой причине он быстро проигнорировал его. Раз Хань Ли увидел это, он горько усмехнулся в душе, как Мо Юрин не предвидел, что в конце концов он попадет в ловушку, невинно глядя на Юй Чжитуна. Если бы Хань Ли не скрывал свой реальный уровень культивирования стиля Вечной Весны, он бы, скорее всего, оказался, как Мо Юрин, мертвым, позволяя Юй Чжитуну получить все блага. Конечно, Мо Юрин планировал также добиться в своих фантазиях того, чтобы стать бессмертным культиватором, взяв тело Хань Ли. Казалось, независимо от того, какой ты культиватор, нельзя недооценивать других. В своем завещании торговли Мо Юрин писал очень просто. Он писал, что через год или 2 яд вступит в силу. Чтобы удалить этот яд, Хань Ли должен совершить поездку в дом Мо Юрена прямо сейчас. У Мо Юрин и его жен и дочерей есть достаточно большой бизнес. Он принял меры для них прежде, чем он уехал, но он опасался, что если он отсутствовал в течение длительного периода времени, его враги имеют злой умысел против его семьи. По этой причине Мо Юрин должен спешить, чтобы защитить своих жен и членов семьи до того, как ситуация обострилась, и желательно помочь им вырваться из кровавого мира, в который Цян Ху их отправит, так что они не смогут жить нормальной жизнью. В качестве компенсации и снятия любых подозрений с Хань Ли, Мо Юрин прямо сосватал одну из своих дочерей к нему и дал ему в приданое половину всех его активов вместе с Яном, пресыщенного сокровищами. Мо Юрин дал драгоценный нефрит для его жены на ответственное хранение, а также прямо сказал им, что она может быть использована как часть приданого дочери, так что даже если Хань Ли не захочет жениться на его дочери, он будет вынужден. Конечно, Мо Юрин прямо четко указано, что кланы его врагов были очень большие и влиятельные. Они также содержали много культиваторов. Количество участников сделало для него трудным возможность контролировать всех своих членов, и Хань Ли сейчас был бы не способен с ними справиться. По этой причине он специально подготовил 2 ложных идентичности Хань Ли и тщательно спрятал их в тайном месте, неизвестном никому, кроме Мо Юрена. Кроме того, он даже оставил рукописные буквы как знак принадлежности к Мо Юрин. В то же время он также оставил список имен, в котором четко заявил своих надежных помощников, тех, кого он подозревал в заговоре против него, и фамилии своего врага в письме. Он также написал несколько вещей, которые Хань Ли должен принять к сведению. Наконец, он даже забыл, как управлять и вызывать железным рабом и облаком птицы. Что привлекло внимание Хань Ли, так это то, как Мо Юрин неопределенно указал на тот факт, что железный раб был на самом деле бездушный труп, чья душа уже покинула этот мир.
Прочитав это, Хань Ли не знал, как он должен чувствовать себя по отношению к Мо Юрин. Даже если и так, игнорируя яд в теле, нельзя говорить, что сердце Хань Ли не радовалось, когда он узнал о такой крупной сумме денег. Хань Ли всегда был чувствителен к деньгам, и поэтому был очень заинтересован в предложении Мо Юрин. Что касается обручения с его дочерью, Хань Ли чувствовал себя странно. Он был в возрасте, когда он будет испытывать первые романтические мысли. Кроме того, он знал, что, основываясь на первоначальном облике доктора Мо, его дочь не может быть никем, как красавицей. Но грозящая ему опасность была велика. Если он не будет осторожен, он может в конечном итоге поплатиться своей жизнью. Враги Мо прямо не дураки. Мо Юрин прямо тщательно продумал план, чтобы заботиться о любых незаконченных делах, использовав шанс начать новую жизнь, наполненную красивыми женщинами и огромными богатствами, как коллективный стимул для того, чтобы связать Хань Ли со своей семьей, эффектно смешивая безопасности и опасности вместе и заставляя Хань Ли глотать этот мед, завернутый в ядовитой пилюле. Глава 63. Истинный облик. Хань Ли прошелся по комнате несколько раз перед тем, как остановился. «Я должен принять дело доктора Мо прямо сейчас, или я должен ждать, я уверен, что нет лекарства, прежде чем принимать решение». Хань Ли был беспомощным, неспособным прийти к выводу. Затем он взглянул на железного раба и вспомнил невнятные слова, сказанные в конце Мо Юреном. Чувство любопытства появилось в его сердце, когда он готовил меры по контролю за железным рабом. Хань Ли наклонился и извлекать из кучи деталей латунные часы достаточно маленькие, чтобы поместиться в ладонь. Латунные часы были изящной формы с гармоничными пропорциями, что делало его приятным для глаз. С одного взгляда он мог сказать, что это была работа искусного ремесленника. Единственным отличием этих часов от обычных стала рамка, которая имела слабые следы пятен крови. Хань Ли внимательно осмотрел все особенности этой так называемой соблазняющей душу вещи. На ее поверхности он не смог увидеть ничего особенного, но на следующих конструкциях Мо Юрин увидел возможность управлять пугающим железным рабом. Такой объект был немыслимым. Хань Ли провел по часам левой рукой и кинжалом в правой руке. Медленно и осторожно он прошел через каменную дверь и подошел к железному рабу. Когда он был в 20 футах от крупного мужчины, он остановился, не желая двигаться дальше. Если он подойдет хоть на шаг ближе, возможно, он не сможет защитить себя от любых несчастных случаев. В этот момент железный раб, стоявший спиной, повернулся к Хань Ли. «Данг». Четкий и ясный звук раздался из часов после того, как Хань Ли использовал свой кинжал, чтобы мягко нажать на медные часы. Хань Ли сморщил лицо. Звук был такой же, как у нормальных часов. Так как это может управлять железным рабом, его сердце слегка дрогнуло. Его тело опустилось немного вниз, как будто он приготовился бежать назад к каменной комнате при первых признаках неудачи. Услышав звон от часов, плечо раба дернулось почти незаметно. Видя такую реакцию, Хань Ли почувствовал восторг, и он быстро продолжал наносить удары часам. Данг. Данг. Часы прозвучали в быстрой последовательности, и тело железного раба вздрогнуло, он пошатнулся, не в состоянии твердо стоять, и окончательно упал лицом вниз на землю без сознания. Огромное тело железного раба, при столкновении с землей, подняло много пыли, что заставило неподготовленного Хань Ли чихнуть несколько раз подряд. Из-за чего он стал выглядеть грязным и потрепанным. Но на этот раз Хань Ли не интересовал его внешний вид. Он быстро накинулся на железного раба и отпрянул в ужасе. Хань Ли с силой пережил неприятное чувство в своем сердце, не желая продолжать осмотр порабощенного раба. Используя свой кинжал, он слегка порезал свое запястье. Хань Ли позволил небольшому количеству своей крови капать на лицо железного раба, пока его лицо не стало полностью залито кровью, после чего Хань Ли нашел чистую полоску одежды и повязал вокруг запястья, чтобы предотвратить дальнейшее кровотечение. Затем он спокойно стоял в стороне, наблюдая за реакцией железного раба. Затем, как ни странно, вся кровь с лица железного раба
медленно опустилась на его коже без единой капли, заставив Хань Ли, который смотрел в сторону, онеметь, ведь он, не обращая внимания на то, что он оказывает слишком большое давление на рану, заставил свежую кровь просочиться из-под ткани. Как только кровь была полностью поглощена, железный раб открыл оба глаза и медленно встал. Выглядел он словно не мог говорить, его глаза казались безжизненными, без следа эмоций. Но когда железный раб повернул голову, чтобы посмотреть на Хань Ли, и их глаза вступили в контакт, Хань Ли услышал звук «вэн» в голове. Возникло странное знакомое чужое ощущение, почти как если бы внезапно в его сердце появилось что-то постороннее. Это чувство было похоже на животное. Хань Ли удивился, но сразу же успокоился, потому что увидел, железный раб с невозмутимым лицом теперь был наполнен полного послушания. Видя это, Хань Ли ощутил, что он был в состоянии контролировать судьбу железного раба. Это было увлекательное и новое ощущение. Хань Ли спокойно давал большому человеку команды, чтобы проверить свои возможности. «Иди и ломай каменную стену для меня». Не говоря ни слова, железный раб подошел к каменной двери несколькими крупными шагами, поднял 2 кулака вместе над головой, как большой молоток, и с 3 или 5 ударов разгромил в клочья двери. Быстро как ветер, он вернулся в сторону Хань Ли, ожидая его следующей команды. Хань Ли, который был удручен известием от Мо Юрин, больше не мог удержаться и широко улыбнулся от уха до уха. С таким сильным помощником, который всегда ждал приказа, будут ли серьезные опасности в будущем, способные нанести ему ущерб, Хань Ли думал о своем прекрасном будущем, когда посмотрел на немыслимых размеров гигантского человека с ног до головы. Чем больше он смотрел на гигантского человека, тем счастливее он себя чувствовал. Его изначально безобразный вид теперь казался более приятным, даже похожим на знакомое лицо Хань Ли. Знакомое лицо. Хань Ли был напуган и был в шоке от его собственного осознания. Как он мог подумать, что это уродливое лицо показалось ему знакомым? Когда его первый раз увидели, столкнувшись с этими вопросами, Хань Ли начал внимательно исследовать гигантский нос и глаза в попытке найти ответ. Постепенно он обнаружил, что если взять раздутое гигантское мужское лицо и сжать его до своего первоначального размера, это лицо не будет считаться некрасивым на вид. В самом деле, лицо железного раба, если смотреть честно и прямо, помогало Хань Ли найти в нем что-то знакомое и ужасающее. Лицо Хань Ли побледнело. После полудневного молчания он протянул обе руки, чтобы нежно коснуться лица гигантского человека. «Брат Чжан, ты ли это?» Его слова звучали в ступоре, заставляя его казаться спокойным. Лицо у него было удивительно похоже на его хорошего знакомого, Чжана Те. Последние слова доктора Мо, Хань Ли был полностью уверен в том, что гигантский человек и Чжан Те так или иначе были тесно связаны. Это было действительно так, как это было описано в письме. Если гигантский человек был создан из пустого Чжана Те, то его души уже давно нет. Но как же его тело стало таким огромным и пугающим? Глава 64. Кривая душа. Хань Ли использовал свои силы, чтобы измерить температуру гигантского тела человека, глядя на его бездыханность и косноязычную пару глаз. В сердце он пытался угадать все горькие переживания, которые испытал Чжан Те. Доктор Мо, скорее всего, в сговоре с Юй Чжитун похитил Чжан Те, как практикующего бронированного слона, под ложным предлогом, что он ушел, и обманув множество глаз и ушей в секте Семи Тайн. Затем они тайно использовали какой-то магический метод, чтобы извлечь душу Чжана Те, заставив его тело стать как гротеск, каким оно было сейчас. Последствия их техники были аналогичны реакции от выращивания в сторону бронированного слона. Мысли Хань Ли не очень отличались от того, что произошло на самом деле. После проведения теста у доктора Мо вдруг возникла идея комбинирования стиля бронированного слона с техникой переработки трупа Юй Чжитун, создать группу обслуги и мощных марионеток, которые могли бы устранить Цзянху. Однако он смог создать только этого одного солдата, которого доктор Мо рассматривал как свое сокровище. Он обычно держал железного раба, спрятанным где-то внизу горы, и только доктор Мо взял железного раба из укрытия, когда вернулся на гору.
Но Юй Чжитун ни капельки не был заинтересован в этом сомнительном реанимировании трупа. В самом деле, он даже фыркнул презрительно, потому что, когда он был еще в своем теле, он мог использовать ци, чтобы справиться с этими ожившими мертвецами без особого труда. Кроме того, этот оживший труп был несопоставим с высоким рангом оживших мертвецов-культиваторов. В результате, это было бесполезно. Единственной положительной стороной было то, что материалы были легче для сбора, процесс переработки был проще, и каждый с небольшим количеством внутренней ци мог использовать эту технику. Через некоторое время Хань Ли убрал руку с лица великана и отвел глаза от его тела. Его взгляд приземлился на разрушенную каменную дверь, и его разум был все еще в тумане. В тот момент он почувствовал, что его сердце охладевает, но не из-за ситуации а из-за собственного холодного и отстраненного отношения. Он изначально думал, что, узнав о падении своих несчастных друзей, яростно поднять голову вверх и крикнуть «Мо Юрин!» Юй Чжитун с острой ненавистью. Но на самом деле, кроме какой-то печали, его открытие не подняло шума и ярости, как будто тот, кто попал под эти обстоятельства, был не его хорошим другом Чжан Те, а незнакомцем, который никаким образом не был связан с ним. Все это потому, что он знал, что Чжан Те перед ним был лишь пустой оболочкой, а не Чжаном Те, которого он когда-то знал. Или это потому, что его сердце стало слишком холодным, холодное и отстраненное поведение Хань Ли вызывало у него страх. Он понял прямо тогда, что он слишком изменился до такой степени, что стал чужим для себя. Хань Ли наконец очнулся от оцепенения и посмотрел на гигантского человека глазами, наполненными смятением, не зная, как обратиться к нему. Думая о том, что доктор Мо сказал про потерянную душу и ходячий труп, Хань Ли посмотрел несчастными глазами и тихо сказал: «Брат Чжан, я думаю, что ты перешел к следующей жизни, поэтому у тебя нет необходимости сохранять тело. Пожалуйста, позволь твоему маленькому брату использовать его. Я, безусловно, буду осторожен, и я надеюсь, что ты не будешь упрекать меня за мои поступки». Сказав несколько слов, Хань Ли посмотрел на великана и сказал: «Поскольку, брат Чжан, твое тело осталось позади и не имеет независимой собственной души, я буду называть тебя Кривая Душа. Я надеюсь, что ты сможешь дать мне руку помощи в будущем». Слушая слова Хань Ли, гигантский человек тупо стоял на месте, не двигаясь без какой-либо реакции. Казалось, ему очень не хватало сознания. «Я не могу поверить, что говорю это к телу, что даже не может думать за себя. Это так глупо». Хань Ли насмешливо покачал головой и слегка прогулялся в каменной комнате. Кривая душа, не отставать. Хань Ли оправился от своего подавленного состояния, выражение его лица вернулось к нормальному, как если бы он никогда не был подавлен вообще. Правда действительно отражает его догадки, он стал аномально холодным сердцем, иррациональным, эмоции больше не влияли на него так сильно. Хань Ли, который собирался двигаться вперед на пути самосовершенствования, не был уверен, будет это выдающееся изменение источником большой беды или счастья. Позже Хань Ли провел добрую половину дня для того, чтобы справиться с последствиями ситуации. Он не только должен был похоронить труп доктора Мо под каким-то большим деревом, но и должен был уничтожить и выбросить все предметы в каменной комнате. Он даже приказал Кривой Душе разрушить все в каменной комнате до неузнаваемости. Только когда он не смог вспомнить первоначальный вид комнаты, он был готов остановиться и отдохнуть. После этого все было покончено, день уже перешел в вечер, и солнце уже садилось. Хань Ли стоял напротив того, что раньше было камнем, а теперь каменной кучей, осматривая все еще раз и убедившись, что ничего не было упущено, прежде чем он был удовлетворен. «Кривая душа, давай. У нас еще есть несколько вопросов о завтрашнем дне. Жаль, что ты несознательный и не можешь открыть рот, чтобы говорить, в противном случае я бы кого-то обсуждал, чтобы помочь вещам меняться более просто». Светил розово-красный закат. Во время прогулки Хань Ли постоянно разговаривал с гигантом, которого он называл «Кривая душа». Наконец он нашел компаньона, которому он мог довериться без страха быть обжалованным. Выражение Кривой Души было холодным и отстраненным, делая его похожим на лидера шайки.
После создания тайника с кривой душой Хань Ли вернулся в свой собственный дом. Оказавшись внутри своего дома, он действовал как человек, который не был дома в течение длительного времени, касаясь и потирая столы и стулья и разговаривая сам с собой. Да, сегодня был очень длинный день. Кажется, этот день был дольше, чем первые 10 лет моей жизни. Отказавшись от всех своих забот, он рухнул на свою кровать, накрыл голову подушкой и начал засыпать. Он очень устал. Он не выдержал умственного и физического истощения. Но у меня есть возможность жить по-настоящему прекрасно. Он не мог думать, а как он вошел в сон, в уголке его рта появилась легкая улыбка. Глава 65. Хань Ли, бог медицины. Хань Ли лежал, откинувшись на кресле, в котором часто сидел доктор Мо, а в руке он держал книгу, которую читал, «Заклинания стиля вечной весны», на кожаной обложке. Содержанием действительно был один из томов «Заклинания стиля вечной весны». Он читал ее с большим интересом, он был поглощен ее содержанием. Доктор Мо часто возился с этой книгой в руках, читая ее бесчисленное количество раз, и это ему не надоедало. Эта ненормальная ситуация использовалась для головоломки Хань Ли. Но сегодня он узнал, она помогла ему понять, что причиной странных действий доктора Мо было не то, что врач искал какой-то метод для поддержания своего здоровья, а он пытался постичь заклинания стиля вечной весны. Доктор Мо не пожелал отказаться от своей неспособности развивать магическую силу. Вместо его полной веры в обещание Юй Чжитун о духовных корнях, Мо Юрин прямо продолжал упорствовать в своих попытках понять стиль вечной весны. Хань Ли открыл этот секрет в тайнике вместе с рядом других элементов. Книга не только содержит первые 6 слоев, которые он культивировал, но и еще 2 слоя, что он никогда не видел прежде. Это неожиданное открытие заставило Хань Ли почувствовать глубокое волнение. Поскольку Хань Ли знал, что он выращивал легендарную технику, которая может вызвать ветер и вызывать дождь, его жажда культивирования выросла. Ведь кто не хочет быть бессмертным божеством, когда солнце было точно в середине неба и теплыми лучами светило сквозь широкий люк и приземлялось на Хань Ли, который удобно читал, это заставляло его сильно щуриться. Хань Ли слегка поднял голову, чтобы посмотреть на свет, и чувствовал, что это было ослепительно. Он удобно использовал открытую книгу, чтобы покрыть лицо и блокировать яркий свет солнца. Как только он ощутил темноту перед глазами, почувствовал себя более комфортно, он в очередной раз молча совершал 7-й слой песни в памяти. Он недавно обнаружил, что из-за его дальнейшего использования лечебной помощи он собирался достичь прорыва в искусстве вечной весны в 7-м уровне. Раньше он понимал, что ближайшие слои были более выгодными для него, когда он прорывался сквозь узкое место. Более чем полгода прошло с того дня, как доктор Мо пытался насильно завладеть его телом. Через 2 дня после события, для того, чтобы скрыть смерть доктора Мо, Хань Ли лично писал письмо, подражая почерку доктора Мо о том, что он хотел вернуться в родной город, чтобы навестить свою семью. Используя имя доктора Мо, он передал письмо одному из старших учеников секты. В письме он бесстыдно использовал тон голоса доктора Мо, утверждая, что Хань Ли удавались все лекарственные опыты доктора Мо и что он мог заменить его с приемом и лечением пациентов, а доктор Мо был на своем долгом пути. Лжедоктор Мо был уверен, когда он вернется, и поэтому в письме он также обратился за помощью нескольких членов секты, чтобы временно выполнять его обязанности, пока он не вернется к секте Семи Тайн. После вручения письма несколько старейшин секты явно не выказали каких-либо намеков на сомнения, так как доктор Мо часто оставлял горы месяцами для сбора трав. Кроме того, доктор Мо имел уважаемое положение в секте Семи Тайн и почитался за спасение жизни патриарха Ван, и он был свободен делать все, как ему нравилось. Но несколько старейшин секты высказали различные мнения по поводу содержимого письма о том, как Хань Ли удавались все лекарственные опыты доктора Мо. Половина верила этому, а другая половина сомневалась в достоверности письма. Хотя большинство из его пациентов были с симптомами случаев лихорадки, ножевых ранений, но доктор Мо также нес ответственность за отделы руководителей, старейшин и других высокопоставленных деятелей.
большинству других учеников искать одного из немногих других врачей на вершине горы для лечения. Таким образом, во-первых, несколько высокопоставленных членов сразу не разрешили Хань Ли исполнять свои обязанности, они сначала заставили его пройти тест для проверки своих способностей. Хань Ли не беспокоили чужие сомнения относительно его медицинских способностей, и он взял с собой безразличное отношение ко всем, кого он лечил. Единственная причина, по которой он взялся за работу доктора Мо, была тем, что он обожал долину Руки Бога и ее достойный лекарственный сад. Если бы он продолжил оставаться в горной долине, и пусть даже вся горная долина попадет под его контроль, он мог бы свободно использовать свою секретную бутылку нефрита в горной долине, чтобы ускорить рост редких трав, без страха, что другие люди откроют его тайну. И хотя эта небольшая горная долина в настоящее время была заселена одним человеком, и если доктор Мо не вернется через некоторое время, отдел главы или старейшины могут забрать долину по наитию. В результате, для того, чтобы продемонстрировать свои медицинские способности, Хань Ли затратил большое количество энергии для того, чтобы обработать толпы учеников, которые пришли искать помощи, и тайно использовал редкие травы, чей рост увеличивается с каждым днем. Таким образом, его медицинские знания в сочетании с его великодушным использованием редких и драгоценных трав для тех, кто пришел полечиться, чтобы поверить в его способность творить чудеса после еды лекарства, они сразу же вылечили свои болячки. Как он и предсказывал, его медицинские способности, а возможности вернуть мертвых, разнеслись по всей секте Семи Тайн мгновенно. Все на горе знали, что в их рядах существовали молодой, талантливый лекарь. Способности этого бога медицины были настолько глубокими, что они неизмеримы. Для спасения и медицинской помощи, независимо от того, были ли это внешние повреждения, внутренние или какие-либо другие разные или смертельные травмы, ему максимум требовалось 3 дня, чтобы вернуть пациента к полному выздоровлению. По сравнению с доктором Мо, лекарственные способности Хань Ли были несоизмеримы. В действительности, лекарственные способности Хань Ли были не больше, чем доктора Мо. Кроме того, доктор Мо никогда бы не растратил столько драгоценных трав, так что он далеко превосходил Хань Ли при измерении количества выздоровевших. Хань Ли еще раз помог серьезно пострадавшему ученику восстановиться до полного здоровья в течение нескольких дней. Видя результаты Хань Ли, высокопоставленные старейшины не могли сидеть сложа руки. Едва прошел 1 день, как чем они послали кого-то пригласить его. В этот раз человек, который хотел встретиться с ним, неожиданно был тем, с кем он встречался прежде. Это был лидер секты Ма, которого Хань Ли встретил на переработке скалы. Этот лидер секты Ма явно давно забыл Хань Ли, невзрачного неофициального ученика. Таким образом, когда он встретился с Хань Ли, он явно выразил желание разрешить Хань Ли взять работу доктора Мо. Кроме того, Хань Ли мог наслаждаться всеми благами доктора Мо. Конечно, получить должность доктора нельзя ему еще и потому, что Хань Ли был еще слишком молод. В 17 лет Хань Ли не мог заставить других поклоняться ему. Но опять же, его официальная месячная зарплата зависела от его позиции. В конце концов, лидер секты Ма сказал, что если Хань Ли будет чем-то недоволен, он может сообщить, и все проблемы будут соответственно улажены.